Привет, фанаты BTS. 5 самых больших сюрпризов Чингука для своего брата, которые поразят фанатов. 1. Пожертвование на стипендию от его имени. Совмещая личные ценности с общественным благом, Чингук однажды сделал значительное пожертвование на стипендию местному образовательному фонду в Бусаусане, в частности, от имени своего старшего брата. Пожертвование было направлено на помощь студентам, развивающим творческие карьеры в медиа, дизайне или искусстве, областях, которые соответствуют профессии Чингука и могут также отражать ценности и интересы его брата. Изначально пожертвование держалось в тайне. О нем стало известно общественности только после того, как документы учреждения получателя были упомянуты в местном информационном бюллетене. Позже представители HYBE предоставили нейтральное подтверждение без дополнительных подробностей, что демонстрирует стремление Чингука к конфиденциальности в семейных вопросах. Этот жест примечателен своей стратегической целью. Вместо того, чтобы пожертвовать что-то материальное или временное, Чингук использовал свои ресурсы для учреждения долгосрочной стипендии, ориентированной на студенток колледжей и малообеспеченных студентов, интересующихся творческими индустриями. Наименование фонда в честь брата придает ему дополнительный смысл, делая его долгосрочным подарком. Это не было публичной кампанией или частью благотворительного проекта, а скорее личным финансовым актом с четкой социальной целью. Пожертвование не сопровождалось фотографиями, объявлениями или интервью. Эта информация была получена только благодаря исследованиям фанатов и вторичным источникам. Поклонники были удивлены не только самим фактом пожертвования, но и его продуманной структурой. Оно показало, что Чингук подходил к своей щедрости с дальновидностью, ставя долгосрочные результаты выше мгновенного признания. Отдавая дань уважения брату, Чингук продемонстрировал, как знаменитость может мудро распоряжаться своим влиянием, оказывая дань уважения семье и одновременно улучшая доступ к образованию. 2. 4 эксклюзивных образца одежды, доставленных лично. Будучи иконой моды и амбассадором бренда Calvin Klein, Чингук имеет доступ к эксклюзивным вещам, недоступным широкой публике. По словам инсайдеров индустрии, однажды он удивил своего брата вещами из лимитированной внутренней капсульной коллекции, прототипами, предназначенными не для продажи, а для внутреннего тестирования и получения отзывов по дизайну. Сообщается, что Чингук сшил одежду по точным меркам брата, даже добавив личные изменения, например, вышитые на внутренней стороне одежды инициалы. Эти сюрпризы были отправлены без какого-либо объявления или рекламы. Целью было не создать ажиотаж, скорее, они предлагали что-то уникальное и недоступное никому, кроме основной команды бренда. Что отличало этот жест от других подарков знаменитостей, так это использование привилегий индустрии. Чингук не просто покупал вещи в люксовых бутиках. Он использовал свое положение соавтора и креативного консультанта, чтобы предоставить экспериментальные вещи, которые еще даже не появились на рынке. Не было никаких публикаций в социальных сетях или публикаций бренда в прессе. Эти подробности стали известны только благодаря комментариям дизайнеров и стилистов, намекавших на особый запрос. Этот жест отражал глубокое понимание Чингуком эксклюзивности. Подарки призваны не демонстрировать статус, а создавать значимые личные моменты. 3. Заказ произведений искусства, основанных на общем детстве. Интерес Чингука к искусству давно задокументирован его эскизами, татуировками и совместными дизайнерскими работами. Как сообщается, одним из таких личных жестов стал заказ им для брата оригинального произведения искусства, созданного современным корейским художником, которое отражало символизм их детства в Бусасане. Хотя работа никогда не выставлялась публично, художник упомянул о проекте в анонимном интервью, описав его как визуальное исследование семейных воспоминаний. Работа, предположительно, изображает бытовые сцены, начальную школу и детские увлечения, такие как видеоигры и спорт. Хотя имя не упоминается, многие поклонники предполагают, что заказчиком является Чингук, основываясь на стилистическом контексте и времени. Этот жест делает особенным то, что Чингук решил подарить нечто одновременно интеллектуальное и символичное. Вместо предметов роскоши он собрал бесценные личные артефакты, значимые только для него и его брата. Никакого участия бренда, никакой рекламы, только безмолвное повествование о семейной истории. 4. 2 персонализированных подарка для роскошного путешествия.
На один из важных дней рождения своего брата Чингук удивил его полностью персонализированным международным турпакетом, воспользовавшись услугами личного консьержа. Вместо материального подарка он создал целый опыт, выбрал направление, размещение и развлечения, соответствующие интересам и образу жизни брата. Хотя пункт назначения так и не был официально объявлен, фанаты предположили, что это будет Северная Европа или Япония. Путешествие включало в себя культурные мероприятия, кулинарные изыски и оздоровительные процедуры, такие как посещение термальных спа, все это было организовано с учетом его личных предпочтений. Особенность поездки заключалась не только в роскоши, но и во внимании к деталям. Чингук разработал индивидуальный маршрут, несмотря на свой плотный график, чтобы брат мог наслаждаться поездкой без помех. Об этом не сообщалось в СМИ, история появилась только благодаря обсуждениям фанатов и анонимным аккаунтам сотрудников туристической компании. Это отражает ценность эмоциональных переживаний для Чингука по сравнению с материальной роскошью, демонстрируя, что для него важно не признание, а значимые воспоминания с самыми близкими. 5. Экскурсия по закрытой студии HYBE. Будучи участником BTS, Чингук имеет неограниченный доступ к самым закрытым помещениям корпорации HYBE. Однажды он организовал для своего брата эксклюзивную экскурсию, охватив студию звукозаписи, вокальную кабину, комнату для репетиций и творческий отдел, которые обычно закрыты для публики. Это мероприятие никогда не анонсировалось, фанаты узнали о нем только из комментариев инсайдеров и небольших деталей из-за кулис. Не было никакой визуальной документации, никакого освещения в СМИ, все проходило в тишине. Этот жест имел глубокий смысл. Помещение HYBE – это надежно защищенный центр глобальной стратегии BTS. Приглашение кого-то в эту среду демонстрирует исключительный уровень доверия и близости. Вместо того, чтобы превращать это в контент, Чингук просто хотел поделиться миром, в котором он был рожден, тихо, без прицела камер. Фанаты были удивлены не только предоставленным доступом, но и эмоциональной значимостью этого жеста. В нем показано, как Чингук мудро и преданно преодолевает славу, используя свой статус, чтобы дарить своей семье значимые переживания, не вынося их на публику. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders, just